Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель Искусства. С вами Мирослава. Впереди у нас праздник 23 февраля, День наших мужчин, День наших защитников. Конечно, мы будем их поздравлять. И я хочу вам предложить задекорировать на этом видеоуроке бутылочку чего-либо, любимого напитка вашего мужчины. И я думаю, что если вы выберете любимый напиток, да еще задекорируете своими руками, такой подарок никого не оставит равнодушным. Приступим. Сегодня я предлагаю вам использовать карты в стиле пин-ап. Их достаточно большой выбор. Вы можете подобрать на свой вкус, на свое усмотрение, да, любую из них. Все они прекрасны, никого не оставят равнодушными. У меня уже есть бутылка с картой в этом стиле. Мы будем также сегодня использовать, но техники по декорированию самой поверхности будем применять немножко другие. С использованием кракелюра, красок, я думаю, вам будет достаточно интересно и познавательно. Все материалы, которые мы будем использовать, как всегда, вы найдете ниже под видео. Будьте внимательны. В самом начале мы, как всегда, обезжириваем бутылочку, стекло обезжириваем и наносим грунт. Что, собственно, сейчас и сделаем. Я уже обезжирила поверхность. И сейчас будем наносить грунт. Как всегда, увлажняем кисточку. Я наношу с помощью кисти, вы можете использовать также поролоновую губку, как вам удобнее. Так, я покрыла всю поверхность, сейчас я подсушу и покрою донышко и также высушу его. В домашних условиях сушите все естественно, при комнатной температуре. Так, грунт на поверхности полностью высох, и сейчас я пройдусь мелко наждачной бумагой, чтобы выровнять и не осталось шероховатости, чтобы бутылочка стала гладкой. Поверхность бутылки стала гладкой, приятной на ощупь, и теперь мы приступаем к окрашиванию. На первом этапе я буду использовать черную и белую краску. Белую краску я буду использовать для нанесения под картинки, чтобы проявить, более ярче сделать ее. А черной краской я буду покрывать основной фон. Значит, белую я выбрала более широкую, скажем, поверхность, там, где будет наноситься картинка. Сначала я покрою белое. Не забывайте разводить немножко водичкой и увлажнять кисточку. Густыми красками не работайте, это неудобно и не надо для работы. Они должны быть в меру разведены. Когда краска не густая, она ложится на поверхности приятнее, да, и кисточка ведет ее легче по поверхности. Вот таким образом покрываем. Так, белый покрыли. Сейчас будем покрывать черный.
Так, обе стороны покрыли. Сейчас я подсушу, точнее высушу полностью и покрою крышку и донышко тоже черной краской. Поверхность высохла, и сейчас мы будем клеить декупажные карты к поверхности, которая покрыта белой краской. Я уже их предварительно вырезала. Как всегда, сначала берем клей для декупажа, покрываем нашу поверхность. Берем карту, увлажняем ее с двух сторон хорошо. Так, смотрите, у меня получилась узкая такая полоса, да? Поэтому я выберу более подходящий для меня мотив на картинке. Вот женщина красиво. И где-то посередине. Так, возьму файлик. Все хорошо. Так, с помощью наждачной бумаги я уберу лишнее. Смотрите, у вас остались белые моменты, да, и остатки черной краски. Чуть водой развели и вот таким образом это закроем. Все. И с этой стороны делаем то же самое. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, надо закрыть, защитить картинки лаком. Так, все. Пока лак нам не понадобится. Сейчас я что сделаю? Я возьму жидкую поталь, так, сболтала ее, и прямо сухой кисточкой слегка пройдусь по поверхности. Вот таким образом. Так, ну, собственно, пока достаточно. Пока достаточно. И она быстро сохнет, практически сухой затирали. Сейчас мы будем наносить кракелюрный одношаговый лак. Смотрите, где-то я буду наносить
более плотно, где-то совсем слегка. Ну, я нанесла везде, где хотела лак. И сейчас мы будем ждать его высыхания, проверять на отлип. Как обычно, пальчиком дотрагиваемся, чуть-чуть прилипает, подходит, значит, кракелюр уже готов к дальнейшей работе. Так, проверяем места, где мы наносили кракелюр. Вот на отлип. Чуть-чуть прилипает палец. Отлично. Готов к работе. Я взяла цвет кармин и немножко, прям капельку добавила черного цвета, чтобы такой его сделать более глубокий. Можно даже немножко добавить еще воды, чтобы он не такой густой был. Губку тоже немножко увлажнила. Вот сейчас. Все, сейчас мы должны высушить эту поверхность, и трещины появятся в процессе высыхания. Так, кракелюр я нанесла, просушила, но я использовала новый кракелюр. До этого я его не испытывала, почему-то понадеялась на то, что он сработает. Он в принципе сработал, но уж очень-очень деликатные он дал. Даже не знаю, где вам найти. Так, чтобы было очень деликатные трещины. И в условиях видео практически незаметные. Они прям паутинка получились. Я не скажу, что мне это не нравится. Мне даже нравится этот эффект, что нет явных таких крупных трещин, а есть, они еле-еле где-то просматриваются. В этом случае мне даже это хорошо. Но если вы хотите более явных моментов или пользуетесь проверенным, или пытайтесь работать с тем, который есть, в разных, более плотно его наносить, более интенсивно сушить, может быть. В общем, надо с ним поиграться, поиспытывать еще. Но эффект есть, трещины он дает. Вот если видно, где-то может быть, вы просмотрите их. Конечно, вживую, когда смотреть, очень даже ничего. Хороший эффект состаренной поверхности, такой винтажный. В принципе, то, что и хотелось видеть. Ну да ладно, с кракелюром давайте продолжим. Сейчас я хочу с использованием трафарета украсить еще боковинки, которые у нас не закрыты картинкой. Для этого я возьму красную краску, немного добавлю жидкой потали в нее. Такая она у меня уже густая стала, уже остатки. И прям смешаю. Так, чтобы вам показать. Смешаю это все на поверхности. И еще можно даже добавить поталь.
получится довольно ничего. Такой вот у меня трафарет, если вам видно. Я не буду пытаться прям забить плотно. Тут главное, чтобы он... Вот, да, то, что я хотела. То, что я хотела, то, чего я добивалась. Если видно. И с другой стороны мы поступим так же. Рисунок, который мы наносили на поверхность с помощью трафарета, высох. И сейчас мы будем приступать к моделированию орнаментов определенных, объемных элементов для украшения поверхности. Для этого мы будем использовать силиконовые молды, пасту для лепки или глину, что у вас есть. Так, смотрите, я буду использовать несколько молдов разных. Если у вас есть, ну, например, квадратный, да, молд, вы не бойтесь, вы совершенно спокойно можете выбрать необходимые вам элементы, только его замоделировать. Не обязательно для этого использовать всю поверхность, да, выборочно. Я это к чему? К тому, что вы, приобретая один молд, можете использовать его совершенно по-разному. Смотрите, фантазируйте, думайте, прежде чем приобретать, как вы его можете использовать. Значит, паста. С ней удобно, она не токсична, после высыхания она не трескается, ничего с ней не происходит. Очень легко покрывается красками, поэтому с ней удобно работать. Особенно с мелкими такими деталями. С помощью мастихина мы сейчас уберем лишнее. Такие получаются.
Так, все необходимые мне детали готовы. Сейчас я их буду клеить к поверхности. Все элементы готовы, и сейчас будем клеить их к поверхности. Для этого я буду использовать клей ПВА строительный. Дома вы, конечно, немножко должны подождать, чтобы она, скажем так, схватилась, эта глина. Да? Она еще не была совсем твердой, но и не такой вот прям деликатной и нежной, с которой я сейчас буду работать. Почему? Ее можно клеить, в этом нет ничего страшного, просто вы случайно можете где-то поднажать и стереть этот выпуклый элемент клеем. Клей. Просто. Вот таким образом будем украшать вторую сторону. Все элементы мы приклеили к поверхности. Сейчас чуть-чуть подождем, чтобы они схватились, и будем окрашивать. Так, я приступаю к окрашиванию. Это буду делать черной акриловой краской. У меня они еще влажные, конечно, полностью не высохли. Дома будете делать, подождите, чтобы они хорошо прям высохли и все приклеилось. Вам торопиться не надо, вот, поэтому дождитесь полного высыхания. Я нанесла черную краску на все узоры, да, и сейчас я возьму жидкую поталь и в некоторых местах проявлю, да, чтобы это не был сплошной черный фон, а проявился красивый узор. Я сейчас прохожусь сухой кистью по торцам, чтобы соединить, скажем, всю историю на поверхности воедино, да, чтобы было связующее какое-то между ними. А вот сухая кисть с поталью будет давать нужный такой полупрозрачный нарядный эффект с этого соединения. Так, поталью я закрыла, да, какие-то темные сильно моменты, выделила рисунок. И сейчас я покажу, как непосредственно сам узор мы еще немного украсим, поддекорируем. Так, что мы делаем? Берем лак. Лак. Совсем немного. Совсем немного лака.
У меня есть такая золотая пудра. Ее можно добавлять в жидкие воски, в лаки, чтобы делать вот этот эффект красивый золотого покрытия. Именно пудра, запомни, никакие не блестки, а такая пудра. Тогда при смешивании с лаком или с воском жидким, и не только жидким, можно и с плотным воском, да, если есть желание. Получается такая пастообразная золотая вся история. Очень удобная для разных. Вы можете уголочки выделять, можете, вот как мы сейчас будем делать, выделять узор, красиво украшать. Если вы используете воск, можно потом прям пальцем красиво выделить, где необходимо. Ну вот, смешиваем. Видите, прям получается такая металлическая жидкость. Лак высохнет, а металл этот останется на поверхности красиво. И вот пока у нас кисточка в этом во всем, мы аккуратно горлышко украсим. Так, и выделим, да, красивым блеском. Сейчас возьмем губочку, небольшой кусочек губки. И вот прям легко, прям вот так вот губкой пройдемся по... Смотрите, как сразу красиво. И не забивается такая кисточкой, да, вы слегка только дотрагиваетесь. И как хорошо выделяются сразу узоры. Смотрите, я еле-еле дотрагиваюсь, да, сильно не надо. Хотя тут, что значит надо, не надо. Если вам нравится, вы хотите более сильный, более плотно покрыть поверхность, пожалуйста. Это уже ваше дело, дело вкуса, предпочтений. И это прям легко-легко. Так как у нас с кракелюром произошел коллапс, да, он совсем деликатно, еле-еле заметно проявился, а мы все-таки должны как-то связать, да, все воедино, поэтому я не совсем слегка. Так, я закончила с украшением поверхности, и сейчас немножко подсушу и буду покрывать лаком. Покрываем финишным лаком. Подошел к завершению сегодняшний видеоурок. У нас получилась вот такая нарядная бутылочка с напитком в подарок для мужчин. Украшайте свои напитки, бутылки, делайте другие подарки. Главное, радуйте своих дорогих мужчин. А мы с вами встретимся чуть позже. И впереди нас ждет много интересного. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Я с удовольствием буду их читать и отвечать на все. Всем добра!